Я приветствую всех на моем канале. В этом видео я буду рассказывать на примере того, как я свизуализировала в свою жизнь машину, она у меня появилась, буду рассказывать, как работает визуализация. Эта тема очень близка для меня, поэтому я с полной уверенностью буду рассказывать, вот как у меня это работало и как это вообще работает, как правильно визуализировать, как правильно загадывать так, чтобы это в жизни вашей появилось вот точно, потому что много людей, которые там, может быть, на ютубе смотрят ролики или где-то еще, или слышат от кого-то, что вот, представляешь, я там подумала, а это в жизни у меня и появилось. Да, но у них, у самих не работает, что-то не работает, кто-то там бросает на полпути, потому что не видит результата, кто-то неправильно загадывает. Ну, есть люди, конечно, материалисты, которые в принципе в это не верят, но я думаю, что такие люди, наверное, вообще это и смотреть не будут. Я хочу сказать, конечно, что машину я свизуализировала такую как бы хорошую марку, то есть это там не очень дешевая машина на тот момент была, и поэтому как бы я здесь в ролике не хочу подчеркнуть, что вот у меня такая недешевая машина была, а просто что все возможно, все можно притянуть в свою жизнь вот с помощью вот этой визуализации. Но как правильно визуализировать, буду рассказывать дальше. Я хочу сказать, конечно, я не очень понимаю алгоритмы Ютуба, я не гонюсь за просмотрами, но вот последнее видео про любовь, которое вот я 2 дня назад сняла, его продвинул там YouTube 5 часов, там он кому-то показал, там подписчикам, не подписчикам моим, и все, и видимо на этом YouTube решил, что достаточно для этого видео, то есть что-то там ночью показал, когда люди спят, ну и все, вот, то есть я вообще, конечно, напишите, пожалуйста, если кто-то понимает эти алгоритмы, хотя, наверное, такого общего нету, секрета, как это работает, ну просто вот мне, конечно, это все не очень понятно. И я еще перед тем, как приступить, я хотела предложить вам такую историю. Я не знаю, наверное, это никому не будет интересно. У меня маленький канал, и, наверное, доверие я в этом плане не вызываю, потому что люди все равно смотрят на просмотры, на количество подписчиков, наверное, и так далее. Но у меня тут некоторые пишут комментарии, и так как я снимаю видео на тему там, визуализации, как все работает, мне эта тема очень близка, и у меня в жизни очень много случаев, которые просто вот подтверждают то, что это все работает. И очень много удивительных историй происходило в моей жизни. Это я буду дальше рассказывать, как я поехала на остров совершенно бесплатно, но это не благодаря там мужчине или кому-то, просто я так свизуализировала. И это в моей жизни вот работало с юности, просто я не давала отчет, что это вот какая-то визуализация. Я просто это делала, и это так срабатывало и было в моей жизни. Я хотела предложить вам, может быть, кому-то это будет интересно, у меня есть такая идея собирать истории людей вот на тему визуализации, или вот недавно девушка написала, что рассказала историю, как девушка загадала, что встретит завтра своего мужа, и так и получилось. Вот такие истории очень интересно разбирать, читать и так далее. Вот просто, может быть, кому-то это откликнется, может быть, кому-то это будет интересно. Вот там на почту мне отправить что-то, а я буду эти истории рассказывать, а в дальнейшем из этого может получиться какой-то проект, например, или что-то такое. У меня очень много идей, очень много задумок, вот. Так что, в общем, если интересно, ну, вряд ли, конечно, но так, на всякий случай, если интересно, пишите. Так, ну, после такого долгого введения нужно, конечно, постараться удержать аудиторию. Значит, что я делала, вот, чтобы свизуализировать машину?
Я, во-первых, понимала, конечно, что у меня нету денег, что как бы возможности вот такой вот прямо сейчас пойти и купить ее нету, но я очень ее хотела, и мое желание очень сильное, оно было несопоставимо с мыслями о том, что этой машины у меня не будет. Я надеюсь, я сейчас правильно, доступно объясняю. Да, то есть ваше желание, оно должно превышать и вообще быть просто вот number one, и не должно быть того, что в ваших мыслях, в вашей голове проскользнет хотя бы мысль о том, что этой машины в вашей жизни не будет. То есть вы настолько должны это сильно желать. И потом визуализация, она очень интересна тем, что вы как будто выбираете в каталоге. Вот представьте перед вами, например, журнал, и вы листаете его и выбираете: так, вот я хочу вот это, вот это, вот это. Но очень важный момент. Первое, вы должны очень быть уверены в том, что вы этого достойны. Отсюда идет там любовь к себе, это все очень-очень важно, да, потому что человек, который не любит себя, как правило, говорит о том, он думает о том, что он, например, этого не достоин. Вот, поэтому все это тоже нужно поправить, и точно нужно понимать, что вы этой вещи достойны, это очень важно. Дальше, в этом каталоге вы выбираете, вот я выбрала машину, как вот там говорят, нужно приехать в салон, посмотреть, посидеть, пощупать, не знаю, закрыть глаза, представить. Я, честно говоря, ну, кроме того, что я там представляла, что я на ней езжу, я ни в какие салоны не ездила, просто, может быть, кому-то такой способ поможет, приехать конкретно и уже вот схватиться за этот руль и посидеть. Мне этого не нужно было делать, то есть у меня настолько было сильное желание, то есть мое желание сильное, моя вера в то, что эта вещь, эта машина, она у меня будет точно, только вопрос просто каким образом. И здесь тоже очень интересный момент. Вы не должны думать о том, как появится эта машина. И так это работает с любой визуализацией, потому что здесь тоже момент такой. Вы, чтобы притянуть что-то в жизнь, вы должны это представлять, но как это произойдет, вы не должны об этом думать. Об этом, как говорят, подумает Вселенная, еще что-то, то есть такая комбинация каких-то событий произойдет, которая просто прибежит на исполнение ваших мечт, это вот прям точно. Потому что если вы себе будете думать, ну вот да, но это так сложно, или машина такая дорогая, я вот не смогу все-таки. Все, это вот, ну, вы просто перечеркиваете все свое желание и будете концентрироваться на том, что все-таки это не получится. Поэтому вообще мысль о том, что этого не будет в вашей жизни, что это там сложно приобрести. Сейчас, конечно, вообще ценник на машину просто аховый. Нужно просто визуализировать так, чтобы у вас не было вообще ни единой мысли, что эта машина там какая-то дорогая или еще что-то, да, то есть и что она не появится в вашей жизни, что много сложностей все-таки. Поэтому эту мысль точно нужно убрать и концентрироваться просто на своем желании. А там уже у вас будет просто вот до такого состояния, что ух ты, как это произошло, и вы понимаете, что вы сидите с этой вещью, которую, например, притянули, но как это произошло, вы не понимаете. То есть какие-то вещи нужно отпустить и дать, ну, так скажем, Вселенной просто тоже над этим немножечко поработать, над тем, чтобы ваше желание исполнилось. Вот, и
я вот просто вспоминаю, что я не могла ни о чем думать. Я думала только об этой машине. У меня там протекала работа, там учеба, но я постоянно думала, я представляла, что я сижу в этой машине, я представляла, что она у меня есть. И здесь еще один важный момент, который тоже имеет большое значение на то, чтобы желание ваше сбылось, это то, что вы должны испытывать много положительных эмоций по этому поводу. Вот как будто вы должны представить, как будто эта вещь у вас уже есть. Это сложно, но об этом, опять же, не нужно думать. Сложно на первом этапе. Потренируйтесь на чем-то другом. Например, можно потренироваться, я так делала раньше. У меня одно время, когда я не концентрировалась на каких-то своих желаниях, я как-то погрузилась в работу и все, и о желаниях даже не думала, хотя я обычно там с вечера загадывала, и у меня что-то происходило. И потом я начала тренироваться. То, что я понимала, что я что-то загадываю, а у меня ничего не сбывается. И сломалось что-то, какая-то кнопка сломалась. И я начала визуализировать просто, что вот, например, сегодня мне подарят шоколадку. Я, например, приходила на работу, и мне там парень какой-то вообще, который я даже не ожидала, он говорит: слушай, а я вот там шоколад привез, там я вот уезжал и вот привез оттуда очень вкусный шоколад. Или, например, не знаю, я загадывала, я сегодня хочу пойти в кинотеатр куда-нибудь, а времени не было, потому что я знала, что у меня там, по времени не получится, да, я давно не была, например, в кинотеатре. И раз и мне коллега говорит: слушай, и у нас там случайно перерыв, и мне коллега говорит: слушай, а ты не хочешь в кинотеатр сходить? Он здесь вот прям находится. И мы идем в кинотеатр, и я потом только вспоминаю: а я же это загадала. Или, например, просто потренируйтесь кофе, что вы получите кофе, к примеру. Просто вот так вот, бесплатно, к примеру. Не относитесь к тому, что вы за это что-то будете должны. Просто свизуализируйте. Ведь не произойдет, не произойдет. Но вы никому ничего не должны. Поэтому это удивительный процесс. Как вот я говорила в своем последнем видео, относитесь к этому играючи. Не нужно слишком серьезно к этому относиться, когда вы загадываете желание. Загадывайте, ничего не ждите. Вот просто загадали, отправили во Вселенную и забыли. Но это все не должно быть специально. Это все должно быть очень легко. И это должно быть таким способом, чтобы вы, опять же, не думали о том, как все это произойдет. Это очень важный момент. Вот. И потом, да, вот возвращаясь к последнему, не к последнему, а к пункту, вот, о котором я до этого сказала, вы должны получать истинное удовольствие от процесса, от того, как вы загадываете. Вы должны, вот у вас этой вещи еще нету, но вы должны уже получать удовольствие, уже радоваться, как будто она у вас уже есть. То есть вот момент от того, как вот сегодня у вас еще ничего нету, а через какое-то время вы не должны ставить себе никакие рамки в голове. Это произойдет через 3 месяца, это произойдет через полгода. Никаких рамок. У меня машина появилась достаточно быстро. То есть вот от момента, я прям точно не помню, я не скажу вот прям досконально, сколько дней это было, но от момента того, как я загадывала, и того, как у меня машина появилась, прошло прям вот действительно короткое время. У меня единственное, я как-то заезжала я в салон потом, и у меня был каталог, вот там каталоги лежат. Вот, и я периодически еще потом к этому каталогу возвращалась. Я открывала, я смотрела на нее, я представляла. Это тоже такой интересный процесс. Вот я получала просто удовольствие даже от этого процесса. Поэтому так, подытожим вот эту главу. Это, значит, первое, вы должны верить в то, что вы достойны этой вещи. Второе, вы не должны думать о том, как это произойдет, вот прям от и до планировать. Вы не должны думать о том, что это тяжело, что, скорее всего, это не получится.
Третье, загадывайте так, как будто это уже у вас есть, и верьте в это, как будто вот уже прям вот ощущайте это, что эта вещь у вас уже есть. И что еще? Ну и все, наверное, да, что я сказала, значит, перечислила. Как у меня появилась машина? Вот я смотрела в этот каталог, и потом раз, то есть мне вокруг все говорили, значит, подруга, мне это была моя первая машина, у меня еще прав не было даже, машина уже появилась. Мне подруга говорила, я помню, слушай, а зачем тебе первая машина вот ну, такого как бы уровня, посмотри что-то попроще. И она же вот все равно там ну, будет биться, ты там как-то будешь ее точно, ну, типа не очень хорошо водить, и с машиной точно будет что-то происходить. Я говорю, слушай, а зачем думать о том, что с машиной что-то будет? Я покупаю машину не для того, чтобы бить ее, а я покупаю машину для того, чтобы на ней ездить. Вот это вот тоже. И потом подруга через какое-то время, она вернулась к этой истории, она говорит, знаешь, я так неправильно мыслила, действительно, а зачем покупать машину, думая, ну, первую машину, думая о том, что с ней будет что-то происходить. Это неправильно. Вот, и так просто вот обстоятельства сложились. Да, и мне, кстати, говорили, вот, ну, вообще все в округе, что возьми себе попроще, зачем тебе вот такая. А я никого не слушала. Я понимала, что я хочу только эту машину. Зачем мне другую, если я не буду такого удовольствия получать от другой машины? А это мое желание, оно точно должно сбыться. Вот у меня не было, понимаете, ни секунды сомнения, что мое желание не сбудется. У меня была полная уверенность, что эта машина у меня будет. Еще раз подчеркну, да, мне никто не подарил. Эта машина появилась реально благодаря визуализации. Ну, кто-то сейчас вот может посмеяться, сказать, ну, конечно, она же денег стоит. Да, она стоит денег, но вопрос решился, и в какой-то там момент все очень удачно произошло. У меня была, я сказала, небольшая зарплата, да, то есть там ну, что-то там можно было в кредит взять, еще что-то, вот. Но просто факт в том, что я этого очень сильно хотела, и я была супер уверена в том, что конкретно эта машина у меня будет. Просто так обстоятельства сложилось, что мой хороший друг, он договорился со своими знакомыми, когда я сказала, что я хочу машину, вот, у него были знакомые, оказывается, и мне сделали очень хорошую скидку, то есть она какая-то там еще улучшенная по некоторым вещам, вот, и у меня была большая скидка. Потом, когда я говорила, вот сколько стоит моя машина, и у кого была машина попроще, они говорили, мы тоже за такую цену купили, только уровень машины гораздо ниже. Поэтому вот таким образом, то есть вот то, что я говорила, да, обстоятельства, они обязательно притянут, не обстоятельства, а ваше желание, оно обязательно притянет какие-то обстоятельства, которые сложатся так, чтобы эта машина у вас появилась. И я действительно в тот момент вообще даже, понимаете, я могла сидеть, вот просто вот схватиться за голову и сказать, да как же она у меня появится, да это нереально просто, это и деньги откуда мне взять, и как это все произойдет. А произошло все таким вообще легким способом, что просто я даже потом просто думала через какое-то время, что это действительно вот эта сила визуализации. Когда человек очень что-то хочет, то все точно может быть в вашей жизни. И вот это вот обстоятельство тоже, что вот друг договорился, да, где-то что-то может у вас там вот тоже, где-то кто-то может договориться или как-то вот опять же, да, что-то вы притянете такое вот интересное очень. Это вообще очень интересный процесс вот самого загадывания желания. И сбывается, не сбывается, это тоже интересно, вот.
Поэтому, но здесь еще, конечно, должна быть определенная энергия у человека, да, нужно действительно вот отбросить все то, что вот мешает, то, что там не сбудется, или вот у кого-то мысли все вот эти вот лишние, что это вот у кого-то сбудется, а у кого-то сбывается, но это вот не у меня точно, или я там невезучая по жизни, мне не повезет. Это не так работает. Это не потому, что вы везучая или невезучая. Это энергия, которую вы направляете, ну вот куда-то, да, там, относитесь к тому, что вот вы просто вот как Дед Мороз, вот под Новый год. Вы пишете желание, и Дедушка Мороз его исполнит. Это, в принципе, очень похоже. Просто нужно немножечко поработать, если детям просто желание. Но, опять же, дети очень сильно этого хотят. Я не думаю, что дети в голове думают о том, что это у них не будет. Они уверены в том, что этот подарок у них будет, потому что им сказали, что Дедушка Мороз точно исполнит его желание, их желание. И будет подарок. Поэтому относитесь к подарку, относитесь к тому, что это точно произойдет, и я всем желаю, не знаю, так я доступно-недоступно объяснила, но в целом это так и работает. Не то, что в целом, а это так и работает, по крайней мере, в моей жизни, и надеюсь, что в вашей жизни тоже происходит очень много удивительных событий. Просто мы, когда взрослеем, мы относимся очень серьезно ко многим вещам. Все на самом деле может быть гораздо проще. Мы сами себе там какие-то установки ставим, сами себе что-то проговариваем. Вот нужно вообще много чего отбросить и получать удовольствие, и к каждому дню относиться как к возможности реализации своих желаний, мечт. И я всем желаю, чтобы, особенно вот сейчас, под такое чудесное время, под скоро Новый год нас всех ждет, чтобы побольше чудес случалось. Верьте в них, они действительно есть, и чтобы окутывало вас волшебство, и много интересных событий вас ожидало впереди. Спасибо вам большое за внимание. Уж не знаю, как я там что наговорила, объяснила, не объяснила, понятно, непонятно, но надеюсь, может быть, хотя бы, если хотя бы одному человеку это видео принесет пользу, я буду от этого безумно рада и счастлива. Желаю вам всем хороших выходных. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.